Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Для тех, кто впервые на канале, я напоминаю, что похудела на 52 килограмма. И сейчас вы смотрите нашу постоянную рубрику «Мое меню на день». В этом видео вы увидите, что я ем на завтрак, обед и ужин. И, конечно же, я обязательно покажу свою порцию в граммах. Мой день всегда начинается с завтрака, для того, чтобы зарядиться позитивом и энергией. И сейчас мы этот самый, как всегда, простой завтрак с вами и приготовим. Начинаем! Завтрак у нас на двоих с мужем, поэтому я уже в мисочку отправила 4 куриных яйца. Добавляю 100 мл молока. Молоко у меня 2,5% жирности. И с помощью венчика просто перемешиваю. Взбивать ничего не нужно. Это как раз таки один из секретов пышного, вкусного, нежного омлета. 100 граммов сыра натираю на крупной терке. 100 граммов это на 2 порции. Добавляю натертый сыр в яично-молочную смесь и сразу солю и перчу по вкусу. На сковородку я добавила столовую ложку растительного масла и добавляю 50 граммов замороженного горошка. Распределяю его по сковородке и немножечко сейчас его разморожу и спассерую. Омлет у нас будет с вкусным и очень полезным шпинатом. У меня шпинат был замороженный, я его пораньше достала, и он уже разморозился. Сейчас шайбочки разбираю на листочки. Будем его пару-тройку минут пассеровать вместе с горошком. 2 минутки прошло, перчу по вкусу. Так ярко, сочно выглядит наша начинка для омлета. Добавляем яично-молочно-сырную смесь. Лопаточкой немного помогаю сыру распределиться равномерно, чтобы все было по-честному. И накрываю крышкой, оставляю минутки 3-4 до готовности омлета. Прошло 5 минут, наш омлетик пышный, красивый и очень полезный благодаря шпинату и горошку готов. Отделяю свою порцию, надеюсь, поровну делю, и отправляю ее на тарелочку. Вот такой красивый, яркий, сочный, пышный омлет. К нему я обязательно добавляю ложечку домашнего томатного соуса. Обожаю сочетание яиц, шпината и томата. Это очень-очень вкусно. Но, во всяком случае, на мой личный вкус. Давайте узнаем, сколько весит моя порция омлета со шпинатом на завтрак. Вес моей порции 283 грамма. Если вы еще не пробовали вот такой вкусный домашний томатный соус вместо кетчупа, обязательно попробуйте. Вот вам ссылочка. Готовится за 5 минут. Приготовив один раз, я уверяю вас, вы будете готовить его еще. Это просто и натурально. Еще хочу сказать, что это именно мое меню, и такое количество еды, которое вы видите, ем именно я. Все мы разные, у всех разная физическая активность, даже просто разный рост, потому что мой рост, например, 178, и, соответственно, если ваш рост поменьше, ну или может быть побольше, вам нужно либо меньше, либо больше еды. Поэтому, конечно, каждый человек для себя эту порцию подбирает опытным путем индивидуально. И теперь мы посмотрим, какой супчик у меня на обед и сколько весит моя порция. На обед у меня, как часто бывает, постный супчик с грибами. Я туда добавила для сытости чечевицу и немного белого, самого обычного риса. И, конечно, мою любимую пряность – копченую паприку. Вес моей порции супа 486 граммов. Очень часто вы спрашиваете, неужели правда на обед только один суп? На самом деле это так, потому что супы, которые я варю, несмотря на то, что они постные, они содержат в себе бобовые, либо какие-то пшеничные крупы, то есть булгур, кускус. Благодаря этому они сытные, но легкие. То есть вы поели, чувствуете сытость и отлично себя вообще чувствуете, и продолжаете свой день, не испытывайте сонливости. Это, кстати, очень приятно. Поэтому такие супы очень-очень часто в моем меню. Суп я ем без хлеба. Отвыкла уже давно, чему я очень рада. Хлеб мы печем сами, в магазине не покупаем. Едим на завтрак 1-2 раза в неделю. Если вы хотите попробовать приготовить хлеб, то вот для вас ссылочка. Наш домашний хлеб, этот рецепт получается всегда. У многих уже этот рецепт стал семейным. И надеюсь, он пригодится и вам. Обязательно посмотрите, приготовьте, а потом оставьте отзыв. На ужин у меня полюбившиеся очень сильно моим детям гречаники. На порцию у меня 2 штучки. И на гарнир самый обычный белый рис. Вес моей порции 348 граммов. Всегда на ужин у нас обязательно к основному блюду идет овощное блюдо. В основном это салаты. Сегодня это пекинская капуста, сладкий перчик, кукурузка и зелень укропа. Вес салата 574 грамма. Округляем, получается около 600. Салат мы с мужем едим пополам, по 300 грамм на каждого.
Еще один ваш частый вопрос: почему такой плотный ужин? На самом деле все очень просто, потому что я, как и все, наверное, долгое время пыталась похудеть на диетах, и везде рекомендуют поужинать пораньше, поужинать полегче, и все, казалось бы, хорошо и правильно. Какое-то время ты справляешься, применяешь силу воли, держишь себя в ежовых рукавицах, ужинаешь поменьше, ужинаешь пораньше, и однажды наступает день X, ночной дожор, ты набрасываешься на холодильник и съедаешь все, что там есть, и все предыдущие старания сводятся на нет. Поэтому именно в моем методе обязательно плотный ужин, чтобы не нападать по ночам на холодильник, хорошенечко поужинать за 3 часа до сна и чувствовать себя спокойно до самого утра. Конечно, все мы разные, и если у вас таких проблем, как у меня, с ночными нападениями на холодильник нет, это просто замечательно, и тогда вы можете спокойно поменять обед и ужин местами. То есть ужин у вас будет более легкий, а обед будет более плотный за счет второго блюда и салата. Тут каждый решает для себя. Но лично мне и моему мужу подошел именно такой вариант, и благодаря этому я похудела на 52 килограмма в том числе, потому что очень важно сохранять качество жизни и чувствовать себя сытым, когда ты снижаешь свой вес. Вот такое видео получилось, я очень рада, что с вами поделилась. Для многих эта рубрика любимая, это такое напоминание о том, к чему стоит стремиться, как можно еще разнообразить свое меню для того, чтобы чувствовать себя отлично и питаться вкусно и полноценно. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные, ну и, как всегда, вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем добра и любви.